Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан ФК-24, это второй сезон, мы боремся за чемпионство и бьемся в Лиге Чемпионов. Как мы видим, на кандидатах игрока месяца аж два игрока из нашей команды, это Окафор и Шешко, два наших нападающих, но я бы на самом деле отметил и Альвареса, он тоже неплохо себя показывает. Сегодня у нас серия стартует матчем против Дженуа, а уже через 2 дня на третий у нас очень важная игра в Лиге Чемпионов, это предпоследний тур против Лейпцига, и как раз таки в нем может решиться, кто из нас, мы или они, пройдут в следующий раунд Лиги Чемпионов. Ну а может быть там еще все завернется так, что даже не знаю, кто куда выйдет. Посмотрим. Вы, ребята, поддержите эту серию своим лайком. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии под серией. Также в закрепленном комментарии есть ссылочки на мой Twitch канал. Там у нас проходят стримы. На Telegram. Там у нас анонсы выхода серии, новости, уведомления, голосования. Вся полезная инфа под рукой. И там же ссылка на мой второй канал с прохождениями. Название Фандом Лига. Там мы проходим сюжетные игры. Я всем буду рад. Ну а мы отправляемся на игру. У Дженуа всего лишь 6 очков. Наша команда сейчас лидирует на 4 очка. Опережаем Ювентус. Нужно продолжать в том же духе. Пропустили пока очень здорово. Всего лишь 6 голов. По сравнению даже с тем же Юве. У нас очень хорошие показатели. Забили чуть-чуть побольше, но не больше всех. Как мы видим, у Ромы тоже забито 29. И пропущено, правда, 18 при этом. Мы сегодня играем, так скажем, резервным составом, в резервной схеме. Вот так выглядит соперник. И у нас сегодня, ну, чуть-чуть отзеркалена их схема. У них 4 ничьи, 1 поражение, они играют на контратаке, а вот состав нашей команды, и как вы видите, сегодня у нас Де Кетеларе на острие, Бенасер и Рейндерс в центре поля, Калабрия, Калюлю, Тамори, Шау в обороне, Тео Эрнандес там помогает. Ну и на замене тоже есть кому выйти, потому что, повторюсь, через 2 дня на третий игра в Лиге Чемпионов, все основные ребята должны быть полностью готовы, ну и погнали. Я очень надеюсь, что сейчас в домашней встрече против Дженуа, которая идет в самом низу, которая набрала всего лишь 2 победы, ну или нет, у них там ничейные результаты были, видимо, на ничейках они их набирали как раз-таки. 6 ничейных результатов, судя по всему, у них было. Ну вот я очень надеюсь, что сейчас они с этими 6 очками, которые у них есть, не начнут играть, как будто это Манчестер Сити. Ну и наши резервисты лишний раз получают возможность себя проявить. Здорово! Калабрия открылся, и можно навешивать на Ляо. Подача есть, Ляо в одно касание не забивает. Это был сумасшедший момент, и Рафаэль Ляо сейчас уже мог открыть счет, если бы получилось прижать мяч чуть-чуть получше, буквально полметра, и он бы оказался под перекладиной. Но первый момент есть. Странно, что Де Кетеларе не пошел вообще в центр штрафной, и там оказался Ляо, который сейчас с мячом делает передачу на Рейндерса, Чуквезе. И вот сейчас как раз Де Кетеларе, его удар в дальний, мяч рикошетит. Ляо не смог здесь подстроиться. Давай, Де Кетеларе, беги. Специально по просьбе многих ребят поставил его сегодня в старт. Многие спрашивали, почему не ставлю. Ну, сегодня дал нашей тройке нападающих отдохнуть. Не поставил Де Кетеларе. Он хоть здесь и цапник, но на форварде может сыграть. Ляо. Хорошая передача на Тео Эрнандеса. Тео. Снова Ляо. Ляо разгоняет атаку. Залетает сам в штрафную. Ляо нужно забить. И Ляо это делает, ребята. Ляо забивает свой гол на 16-й минуте. И посмотрите, сколько игроков Дженуа бежали здесь за Ляо, но такие моменты он щелкает просто как семечки. Если с подачи не получилось забить, он сделает это в сольном проходе. Вот чего-чего у него не отнять, но вот эти вот проходы, если, знаете, разгоняется, он как просто скоростной поезд. Ты попробуй догони, ну а с правого угла, с правой щечкой он закручивает тоже мастерски. Почему сегодня вышел Ляо? Потому что, ребята, он полон сил, а здесь Де Кетеларе выцарапывает мяч у соперника, нужно реализовывать. И он попадает в штангу. Вот это обидно. Де Кетеларе. И пенальти. Но был ли он? Сейчас посмотрим. Все-таки чувствуется сейчас уровень нашей команды и уровень Дженуа.
Ну, была игра рукой. И Ляо подходит к мячу. Ляо берет разбег, бьет по воротам и засаживает мяч в самую девятку. Это дубль Ляо, 25-я минута. Сначала я подумал дать пробить Де Кеттелару, но все же решил дать исполнить Ляо. И здесь он без проблем поражает ворота, оформляет дубль, приближается к хэт-трику в этой встрече. Ну и наша команда пока уверенно действует. И снова хороший отбор. Сегодня на отборах действуем здорово. Калабрия выкатывает прямо под удар. Ну вот самое обидное, когда защита начинает действовать вот так. Ты вроде бы и выбил мяч у одного, а он выкатывается на ногу второму. Вот здесь, смотрите, Калабрия выбивает и прямо на ногу второму игроку Дженуа. Ну и к Эдерсону здесь вопросов нет, его просто расстреляли. Без, так скажем, игровой динамики он с первого момента пропускает. Бенасер. Долго. Ну и сейчас Дженуа, ребят, подзавелась, это чувствуется. Бенасер, хорошо, Ляо. Ляо разгоняет сейчас атаку. Качнул одного, ушел от второго, попробуй догони. Ляо снова залетает в штрафную. И Ляо снова забивает, на сей раз из-под защитника. Вот так вот, это хэт-трик Рафаэля Ляо. Еще в первом тайме. Но здесь чистый гол его. Как он разобрался на фланге, ушел от второго игрока Дженуа. И здесь, посмотрите, из-под защитника он закручивает в дальний. Для вратаря это супер сложный удар. Потому что он резко вылетает из-под игрока твоей команды. Ну и мы снова сделали перевес в 2 мяча. Начинаются вторые 45 минут. Рафаэль Ляо оформил хэт-трик. 1 гол от Дженуа мы тоже получили. Ну, так скажем, из-за своей ошибки. Чуквезе. Рафаэль Ляо. Подача Кеттеларе. До мяча не добрался. Можно еще один навесик на дальнюю. Кеттеларе ныряет рыбкой. Здорово, Тамори. Мяч хорошо отнимает. Ляо. Получает за спину от Де Кеттеларе. Но там было, видимо, нарушение правил. Бенасер. Здорово. И тоненькую на Кеттеларе. А он дальше катит на Ляо. Ляо бьет и оформляет покер. Оформляет покер, ребята, в этой игре. 73-я минута. Ну вот здесь Кеттеларе красавчик. Посмотрите, как он выдал. Ну и Ляо тоже хорош. Левой. Ну и на оставшиеся 10 минут у нас выходит еще Муса, Лофтус-Чик, Шешко и Окафор. Вместо Ляо, Де Кеттеларе, Рейдерса и Чуквезе. Укрывает мяч корпусом. Передача в центр. Муса. Удар по воротам. Вот и Муса, ребята, забил. 5-1. Ну вот во втором сезоне прям наша команда, она действительно сплотилась. Те ребята новые, которые пришли, они освоились. Ну и сменщики действительно показывают хороший результат. Муса периодически в первом сезоне так вот выходил в концовочке. Что он, что Лофтус-Чик, знаете, такие как два Джокера. А здесь Шешко, здорово, снова под прессингом. Шешко раскачивает соперника. Шешко бьет в дальний, ребята. Получите, распишитесь. Вот и Шешко, 6-1. Дженуа не скоро еще оправится, я бы так сказал, от таких вот поражений. Помните, в первом сезоне я вам говорил, что Шешко, когда пристреляется, он начнет забивать хорошие голы. Ну вот как раз рейтинг приподнялся, прицел поднастроился, и этот парень уже начинает вот такие вот щелкать. Снова Шешко. Передача на Окафора. Окафор на дриблинге. Видит Тео Эрнандеса. Эрнандес набирает скорость. Подача на Шешко. Мяч пролетает мимо. Ну и реф, наверное, надо свистеть. Здесь уже все понятно. 6-1. Муса, Шешко и покер Ляо. Вот таким вот получился
результат нашей команды. Ну а теперь давайте готовиться к Лиге Чемпионов. Там так легко уже не будет. Вот так сейчас выглядит наша группа. У Порту 8 очков, 2 победы, 2 ничьи. У нас 2 победы, 1 ничья, 1 поражение. И Лейпциг идет на 3-м месте, отставая от нас на 2 очка. Сейчас мы как раз и выясним. Если нам удастся выиграть, у нас будет уже 10 очков. И 100% мы себе обеспечили выход в следующий раунд Лиги Чемпионов. Но нужно выиграть. И я решил, ребят, на этот матч подойти основательно. Вот состав Лейпцига. Они полны сил, играют 4-2-2-2. И у них, в принципе, хорошие исполнители на поле. Еще и Грилиш есть на замене. Так что, я думаю, легко нам не будет. Они играют на контрпрессинге. Ну а мы сегодня выйдем вот таким составом, ребята. Мы останемся в 3 центральных. Шешко на острие, Гала, Кирковичич в центре. Также у нас сегодня Салиба вышел, Канселу. Ну и на замене есть тоже кем усилиться. Погнали. Когда есть проверенные схемы, когда ты знаешь, что в этой схеме ты сможешь, так скажем, выиграть и будешь более уверенный против любого соперника, этим нужно пользоваться. Сейчас не время каких-то, знаете, оплошностей. Да, мы могли бы выйти в 2 нападающих, но не факт, что эти нападающие бы сегодня забили такой схеме. Ну а так у нас чуть-чуть, так скажем, поувереннее будет оборона, я думаю. Включает сейчас раунд дриблинг. Подача в штрафную. Отбились. Шешко, хорошо. А вот здесь немножко захлопнулись эти ворота, которые были открыты на секундочку. Не успели сделать передачу. Ну и Лейпциг, ребята, здорово, быстро действуют. Их не смущают вот эти вот 3 центральных защитника. Они, ребята, готовы сегодня дать бой. Ляо. Передача на Шешко. Шешко с мячом. Ляо, Тео Эрнандес. Эх, вот здесь на Ляо не получилось. Но я говорю, что это уже не Дженуа. Здесь легко пройти никто не... Ну, Реф, какое нарушение? Ну, какое нарушение? Ну, никто не думал, что они будут сидеть у своих ворот. Им тоже нужны очки. Здесь было нарушение правил. Но отдали мяч сопернику, а вот теперь аккуратненько его себе забрали. Шешко. Одного стряхнул, Шешко уходит на фланг. Передача на Чуквезу. Давайте сыграем дальше. Передача в центр, Ляо, удар, гол, да. Да, ребята, Ляо прицелился и Ляо забил. Здесь даже была не констатация факта того, что был гол, а я наоборот спрашивал, залетел ли он туда, ребята, и он оказался в сетке. Ляо классно успел ударить, ну и шикарно попал. Сегодня, ребята, Ляо герой этой серии, я думаю, вы поддержите его своим лайком. Но он продолжит радовать нас забитыми голами. Апенда. Снова подача. Лейпциг пока играет только вот этими навесами. Но с учетом того, что у нас там 3 центральных, эти навесы не особо как-то активны. И сюда передача снова на Ляо, но успели его на сей раз держать. Чуквезе. Может быть, даже желтая будет? Нет. Реф простил. Молодец, отработал до конца здесь. Ковачич. Чуквезе. Разгоняем новую атаку по флангу. Забросик в центр на Ляо. Ляо бьет. Ляо сегодня, ребята, мяч просто магнитится. По моментам игра довольно скромная. У Лейпцига акцентированных ударов не было. У нас было всего лишь 2 удара. Один из них закончился взятием ворот. Но очень много подходов. Лейпциг в основном играет через навесы в нашу штрафную. Ляо, успеть, хорошо. Тео Эрнандес. И сразу на Шешко набрасывает. Шешко, мяч принимает на грудь. Шешко не успевает. Не дотягивается просто до мяча. А вот сейчас опасно. Молодцы, здорово. Ну вот 3 защитника, ребята. 3 защитника. Если вам тяжело играть в 2, как порой бывает мне, перестраивайтесь, не бойтесь. 3 ЦЗ это хорошо. А сейчас Шешко, его выстрел в дальний. Но здесь Гулачи не позволил себе ту ошибку, которая была в матче с Дженуа. Еще одна подача. Шешко
Пытался пробить в дальний. Лейпциг забирает сейчас мяч под контроль. Хорошая передача в центр. Ну и здесь классно. Но Пулишич тут же возвращает мяч сопернику. Удар есть. Эдерсон красавец. Пас на Пулишича. Ждем сейчас просто забегания Шешко. Прошла передача во фланг. Шешко пока один. Передача в центр. А здесь штрафной должен быть. Но мы остались с мячом. Мы остались с мячом, поэтому реф не останавливает встречу. Ляо. Пытался ударить. Нога соперника помешала. 20 минут остается. У нас двойная замена. У нас выходит Саммервиль, а также Альварес. Вместо Ляо и вместо Шешко. Но у Лейпцига Грилиш появляется. Галлахер. Удар в ближний. Гулачи отбивает. Ну и аут заработан. Нужно оставлять мяч на половине поля соперника. Не нужно сейчас экспериментировать. Ну, Саммервиль мяч подарил. Тут же исправился Альварес. Удар дальний Альвареса. Вот это шикарнейший гол, ребята. Вот вам и малыш Альварес. Что творит парень? Сумасшедший гол. Просто сумасшедший гол Альвареса в Лиге Чемпионов. Саммервиль исправил ошибку, ну а Альварес с 26 метров, посмотрите, как он закинул. Просто фантастика. Это 2-0. Вот такие голы, конечно, украшают Лигу Чемпионов. А у Альвареса первый гол. Пошла подача. Здесь спокойно отбились. Неплохо разыграли. Снова Альварес. Тео Эрнандес. Саммервиль. Красиво на Галлахера. Галлахер. А еще один залетит. Ну нет, здесь уже Гулачи на такой дистанции. Он, конечно, хорош. Ну и все. Матч закончен. Победа 2-0. Это, ребята, уже хороший прогноз на 1/8. Не получилось здесь у Лейпцига сыграть так же, как получилось в первом матче. Ну и мы показали совершенно другой футбол. В чемпионате у нас сейчас игра против Кальяри, она также через 2 дня на 3 после Лиги Чемпионов, у них 11 очков, вот их стартовый состав. Снова такая довольно компактная схема, 2 поражения, 2 победы, 1 ничья за последние 5 игр. Играют в бей-беги, ну а у нас сегодня ротация, сегодня выходят в основном те, кто не играл в Лиге Чемпионов, Окафор, Саммервиль, Рейндерс, как мы видим, Габи появился у нас сегодня в центре обороны вместе с Шау и Балатуре. В общем, сегодня такой немножко экспериментальный состав в обороне. Ну и поехали. Даже, знаете, вот радует то, что команда не всегда успевает восстановиться, потому что так бы я постоянно играл одним составом, который, ну вот у нас сыгран, там бегунки в основном, хорошие защитники, а так приходится ротировать, потому что они просто не успевают восстановиться, и как раз вот это добавляет интереса, потому что сейчас неизвестно, чего ждать от нашей команды в матче против Кальяри, так еще и на выезде. В чемпионате есть небольшой задел по очкам, но не хотелось бы его, ребята, транжирить сейчас. Потому что до конца сезона времени еще очень много, матчей тоже. И нужно постараться отрыв сохранить на Окафора. Не получилось сразу, но вот тут вышло. Окафор, надо бить, удар есть, штанга. Вот и первый момент, Саммервиль. Саммервиль какой-то, знаете, очень цепкий. Очень цепкий, он постоянно вот так вот готов выгрызать мяч в ногах соперника на скорость. Но вот здесь здорово вроде бы разобрался и тут же все равно отдал мяч сопернику. Удар есть, Эдерсон. Бежит сейчас Калабрия, удар в ближний, Эдерсон отбивает. Рейндерс. Здорово, на Калабрию. Тот играет дальше. Ковачич. Не успел. Не успел Ковачич мяч прокинуть, но аут все равно остается за нами. Передача в центр. Муса. Саммервиль. Ну и вот здесь обидно. Саммервилю мяч отскакивает, а он, ну, не ожидал этого. Муса. Здорово. Окафор.
Саммервиль, ну куда же ты бьешь? Одно дело, когда ты выпускаешь этих игроков на оставшиеся минуты, например, когда команда выигрывает, они еще на кураже летят. Все получается. А когда вот счет 0-0, бывает тяжеловато. Муса. И здесь в подкате. Здорово. Мяч выиграли. Последние минуты первого тайма. Ну, идет соперник в атаку. Здорово, Пулишит. Ковачич. Снова какой перехват, ребята. Сейчас включаются футболисты Кальяри. Ну и Рейндерс красавец. Ну и все. Или нет, дадут провести атаку. Ну же, Окафор забить. Окафор просто не успевает ударить в этом моменте. А это был голевой момент в концовке первого тайма. Пока 0-0. Немножко жаль, что Окафор не успел ударить в самом конце. Этот гол сейчас в раздевалку был бы нам очень полезен. Ковачич, здорово. Прошла передача на Чуквезу. Чуквеза набирает скорость. Можно навешивать. Подача есть. Ну же забить. А кто это, ребята? Это Муса. Это Муса, ребят. Вот с его рейтингом, ну вот он вообще пушечный парень. Просто, я честно, до карьеры за Милан не знал о нем. Не знал, как он играет в фифе. Когда я его увидел, думал, рейтинг небольшой, наверное, тоже не может мяч обработать. Но он так классно играет. Это просто, ну я не знаю. Очень крутой парень. Вот если вы хотите усилиться, я думаю, не особо дорогим, но очень качественным игроком в центре поля в своих карьерах, берите Мусу и не пожалеете. Этот парень просто сумасшедший. Знаете, вот он чем-то похож на такую миниатюрную версию Поля Погба. То есть вот он не такого высокого роста, но по игре вот есть что-то схожее. Рейндерса продавливают. Но здесь здорово. Муса. Вот снова, вы видите, Муса классно действует. А вот сейчас опасно. Момент, удар. И гол. Этот гол сейчас сравнивает счет на табло. Не успели мы здесь накрыть. Ну, к Эдерсону снова нет вопросов. Тут просто не берущийся удар. У нас замена Ляо, Альварес и Де Кетеларе появляются в атаку. Альварес играет здорово на Калабрию. Де Кетеларе и Ляо, где же вы? Прострел. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас чуть свои ворота не забили на панике. Альварес. Удар в дальний от Альвареса. Голкипер тащит. Ну же, забить Кетеларе. Пенальти, кажется. Игрок Кальяри закрывал свои ворота руками. Ну, мы посмотрим, была ли игра рукой. Ну, попало ему. Он убрал уже только после того, как мяч в нее отлетел. И сейчас Ляо у мяча. Он берет разбег. Он бьет по воротам. И Ляо забивает сегодня очередной свой гол, ребята. За 15 минут до конца. Ну, Де Кетеларе молодец. Тоже выходит. Выходит, делает дело, как говорится. Ну и здесь аккуратненько Ляо по центру ударил. Это 2-1. И примерно 15 минут до конца. Но мы сейчас можем с нашим нападением попробовать и третий забить. Все-таки ребята могут. Ну и видите, Кальяри начали ошибаться чаще. Кетеларе. Ну вот вы видите, Кетеларе сложно бежать, ребята. Это не Шешко, это не Окафор, это не Альварес. Ну и мы готовы. Мы готовы, ребята, на каждом участке поля отработать. Правда, сейчас Тео Эрнандес отпускает соперника. Подача. Калабрия выигрывает вверх. Альварес. Ну и, ребят, все. Непростая победа 2-1. В нужный момент освежили игру и смогли все-таки вырвать важные 3 очка, которые в концовке сезона будут для нас очень важными. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.